Эй, пс, вступай в нашу группу ВКонтакте, где есть актуальные новости по eFootball, и подписывайся на телеграм-канал, в котором также присутствуют новости, офф-топ и, конечно же, мемы. Ссылка в описании. Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Новое обновление не обходится без обновления игрового процесса, и предыдущее обновление 2.4.0 не стало исключением. Более того, Konami заранее анонсировали, что привнесут изменения в геймплей игры. И после пары-тройки сыгранных матчей в онлайне, как на стриме, так и вне стрима, я готов поделиться своими ощущениями, что же и как с геймплеем, стал ли он лучше, стал ли он хуже, и отсылается ли он уже к PES, или же это все еще какой-то отдельный продукт. Сегодня и предлагаю разобраться. Ваше же мнение я буду ждать в комментариях под этим роликом. Не забывайте его также поддерживать своими лайками. Ну и подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Я буду оценивать геймплей с точки зрения игрока, который до обновления в игру вообще не заходил и, соответственно, в нее не играл, поскольку так оно и есть. До обновления 2.4.0 я вообще ни разу не заходил в eFootball на протяжении 2 или даже 2,5 недель. Соответственно, как такового опыта игры у меня не было, и я немножко подзабыл, как оно было. Поэтому, вернувшись в игру после обновления, я заметил, что геймплей немножко изменился касаемо скорости. Игроки стали как будто бы бегать намного быстрее, нежели раньше. Конечно, это еще далековато до темпа, который присутствует в той же FIFA, но все же разница ощутима между тем, что было, и между тем, что присутствует сейчас. Да даже если вы попробуете сыграть в оффлайн, в eFootball, и потом снова вернуться в Dream Team, вы также заметите, что игроки двигаются несколько быстрее, чуть заряженнее, нежели в оффлайне. И это как хорошо, так и плохо, потому что плохо с той точки зрения, что как бы постепенно темп так и не увеличился бы с каждым новым обновлением. Хорошо же это, потому что игроки в онлайне привыкли постоянно бежать вперед, сломя голову. Редко кто играет через условный контроль мяча, а поэтому все бегут вперед, забрасывают, и подобный темп для всех, скажем так, наиболее привычный и наиболее удобный. Другой вопрос, что кому-то подобный темп, естественно, не нравится, и я их тоже прекрасно понимаю, но, как мы все с вами осознаем, скорее всего, таких игроков, меньшинство. Также Konami выкатили полную статью со всеми изменениями игрового процесса, с исправлением предыдущих ошибок, вы можете ознакомиться с ними на официальном сайте. Также Konami продемонстрировали несколько конкретных примеров исправления игрового процесса. Например, это двойное касание. После принятия мяча игроки реже ошибаются и чаще делают какие-то правильные движения. То есть нередко было такое, что после принятия мяча игроки могли либо просто упустить мяч, потому что он резко отскакивал, либо игроки делали невнятное движение, после которого, соответственно, мяч и терялся. Теперь же подобных моментов стало намного меньше, и это правда заметно. Однако это все еще не решает моментов с пасами, но и это не двойное касание, ведь пасы так или иначе все равно проходят как-то раз через раз. Какие-то пасы хорошо, какие-то плохо, какие-то очевидные, а какие-то неочевидные. Но это момент уже другой, не отсылающийся к касаниям футболистов. Вот что мне конкретно так не понравилось, так это акробатика. Это также одно из изменений, которые Konami ярко продемонстрировали, и оно отсылается к наиболее таким неудобным моментам, когда игроки пытаются взаимодействовать с мячом. Яркий тому пример — навес на игрока. Если раньше он пытался как-то невнятно задеть мяч головой на соответствующий навес в его сторону, теперь же игроки будут пытаться подпрыгнуть и ударить мяч ногой в полете. Я говорил об этом в предыдущем ролике и повторю сейчас. Лично мне такой момент не нравится. И как бы подобные моменты не стали условной аркадностью eFootball 2023, потому что eFootball мы любим далеко не за это. Точно так же, как и любили PES, далеко не за такие моменты. Подобные не самые очевидные движения для этой игры на самом деле не в новинку, потому что те же самые защитники также могут выбить мяч через себя из своей штрафной. Но одно дело защитники один раз за несколько матчей, и другое дело нападающие, когда вы постоянно на них навешиваете, и какие-нибудь столбы условного Коллера, Ван Бастена и остальных будут стараться бить через себя. Будем честны, это не совсем удобно и не совсем смотрится на деле. В целом же заметно, что немножко изменилась визуальная составляющая в плане плавности. Я не знаю, как дело обстоит на ПК и консолях предыдущего поколения, но как я заметил, исходя из комментариев мобильных пользователей, как я заметил на PlayStation 5, переходы между повторами, переходы между катсценами во время перерывов, началами матча, они стали намного плавнее. Также изменилась визуальная составляющая на eFootball Stadium, теперь он выглядит несколько иначе. Освещение как будто изменилось, и если вы
также это заметили, то дайте обязательно знать в комментариях под этим роликом. В целом же геймплей отчасти напоминает то, что было раньше в PES. Если вам кажется, что темп быстрый, передачи быстрые, то вспомните 20-ю PES, потому что я недавно ее скачал и с удивлением для себя обнаружил, что там достаточно тоже резкий геймплей и очень даже быстрые передачи. По сути, то же самое мы наблюдаем сейчас и в eFootball. Правда, немножко под другим углом и немножко с другим восприятием, но что-то отсылающееся на PES все-таки присутствует. Ну а как думаете вы, друзья? Обязательно дайте знать мне в комментариях под этим роликом. Мне правда интересно, что вы думаете насчет геймплея, потому что я видел много различных отзывов, как положительных, так и отрицательных, поэтому будет интересно узнать их непосредственно под этим роликом. Ну и не забывайте также поддерживать его своими лайками, подпиской на канал, если вы здесь впервые. Ну и не забывайте про наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании. У меня же на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и вашу активность. Всем удачи и до скорых встреч.